Всем привет! В этом ролике я хотел бы поделиться опытом создания зарядки для своего электровелосипеда. Она имеет огромное преимущество над родной зарядкой, а по цене вышла примерно такой же. Так что усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Некоторое время назад я купил себе электровелосипед. В комплекте к нему шла вот такая зарядка с максимальным выходным током 2 ампера, а по факту 1,5. Пользовался ею около года, пока не начал гудеть кулер. Я решил разобрать и смазать его. После вскрытия был в небольшом шоке от качества сборки да и от элементной базы в целом. В общем, так оставлять нельзя. Я занялся проектированием и изготовлением зарядки, которая будет соответствовать моим требованиям. Первым делом нужно было определиться с корпусом устройства. Размеры меня особо не волновали, так как заряжаюсь я только дома. Поэтому корпус от блока питания компа подошел идеально. Следующий шаг – выбор топологии, способа раскачки и метода стабилизации. Тут я решил делать все с упором на надежность и простоту, так как это устройство будет использоваться каждый день и придется оставлять его без присмотра. Итоговая схема выглядит таким образом. Разбил ее на части для более удобного просмотра. На входе блока питания у нас традиционно фильтр. Далее видим один электролит по питанию на 330 микрофарад, так как мощность будет около 300 Вт. Для питания низковольтной части применил дежурку. Это надежнее, чем использовать автоподхват. Если у вас нет желания изготавливать дежурку, то можно взять готовый блок питания, вольт на 15, и заменить им дежурку на плате. Что касается стабилизации тока и напряжения, было несколько вариантов. В интернете гуляет всем знакомая схема, в которой стабилизация на вторичной стороне. Это сделано из-за того, что драйвер ключей имеет общий контакт с высоким напряжением. Мне такое увеличение схемы не понравилось, и я решил отвязать ключи ТГРом и сделать стабилизацию прямо на усилителях ошибки TL494. С одной стороны мы усложнили себе жизнь намоткой еще одного трансформатора, но с другой убрали кучу деталей и уменьшили размер устройства. Пару слов про трансформатор развязки. На самом деле его изготовление по сложности не превышает намотку сетевого фильтра, и бояться не стоит. Перед самими ключами я поставил дополнительный драйвер. Он не занимает много места, но пользу приносит внушительную. Более подробно можете посмотреть в ролике, ссылка в подсказке и в описании. Таким образом мы повышаем надежность устройства в целом, к чему собственно я и стремлюсь. На выходе блока пришлось применить шотки на 200 вольт, так как выбросы довольно большие. А также не забываем поставить снаберы, которые защитят от выбросов напряжения и продлят жизнь диодам. Также впервые я применил на выходе настоящий шунт, а не сборку резисторов. Заказывал в Китае, целых 100 штук, и вот настало время их использовать. Еще тут имеется управление кулером в зависимости от нагрева. В отличие от штатной зарядки, он будет работать не все время, а только когда нагреются транзисторы. Датчик поставил именно на транзисторы, так как при напряжении в 50 вольт через диоды будет протекать небольшой ток, и сильно греться они не будут. В самом конце я решил оборудовать схему дополнительным элементом, а именно отключением источника от батареи после полного заряда. Так как обычно я оставляю зарядку на ночь, и все это время в аккум будет поступать напряжение, а он такое не любит. Схема включает в себя 5 деталей и представляет датчик тока. Как только ток упадет ниже 100 мА, схема автоматически отключит аккумуляторы от зарядки. Эту схему я не развел на плате, а сделал на макетке, так как лень было все перерисовывать. При желании ее можно добавить в основную плату. Ее я рисовал как обычно в Sprint Layout. Компонентов тут довольно много, и поэтому пришлось забивать все плотничком. Получилось довольно неплохо. Тут учтены ошибки прошлой печатки, где клеммник смотрит прямо в стенку корпуса. Так как в схеме много моточных изделий, необходимо про них более подробно рассказать. Начнем с фильтра. Тут применен стандартный сердечник UF15. На нем мотаем две обмотки по 16 витков каждая. Диаметр провода 0,6 мм. Далее рассмотрим всеми так нелюбимый ТГР. Но как я уже говорил, мотать его несложно.
Берем кольцо из феррита размером 20 мм. Проницаемость 2000-2200 и мотаем в один слой 20 витков проводом 0,5 мм. Потом берем две жилы такого же провода и мотаем 15 витков. Все, ТГР готов. Для более удобного крепления добавил вот такую деталь, напечатанную на принтере. Она послужит импровизированным каркасом. Уже жду комментариев, что данную обмотку пробьет. И возможно вы правы. Не зря ТГР мотают МГТФ или витой парой. Но так как у меня все изолировано, то и так сойдет. Выходной дроссель мотается на сердечнике Т132-52. Количество витков 50. Проводом 0,8 мм в две жилы. Получилось примерно 2 полных оборота. Теперь что касается трансформатора дежурки. Про него рассказывать нету смысла. Это есть в других моих роликах. Если будет интересно, переходите смотрите. В этом типе трансформаторов главное следить за индуктивностью первички, чтобы она не выходила за расчетные значения. Основной транс тоже нету смысла показывать. Его намотка есть в том же ролике. Это стандартный трансформатор полумоста на сердечнике ETD39. Пару слов про радиаторы. Достал их из блока питания компа. Они идеально подходят для таких самоделок. Так как охлаждение будет активным, то брать слишком большие радиаторы не стал. Когда запаяли всю схему, можем провести некоторые испытания. Первое — это регулировка выходного напряжения. Так как эта зарядка может использоваться с различными сборками аккумуляторов, то она должна уметь изменять выходное напряжение. За установку выходного напряжения отвечают два резистора. Необходимо их выбрать таким образом, что при номинальном выходном напряжении в точке деления было 2,5 вольта. Соответственно, на переменном резисторе тоже подгоняем напряжение в 2,5 вольта. И теперь, если покрутить резистор в небольших пределах, будет изменяться и выходное напряжение. Вторым шагом проверим регулировку тока. Если у вас шунт другого сопротивления, то рассчитываем эту часть схемы таким образом, что падение напряжения на шунте при максимальном токе было таким же, как в точке деления переменного резистора. И теперь, если вращать переменный резистор, то максимальный выходной ток тоже будет изменяться. Далее проведем нагрузочный тест. Для этого подключаем электронную нагрузку и увеличиваем ток потребления. Как видим, ток достигает заданного предела и выше не поднимается, тем самым делая эту зарядку CCCV. Также необходимо проверить автоматическую работу кулера. Нагрузим блок и подождем некоторое время. В этот момент можем обследовать схему с помощью тепловизора. Как видим, греющихся элементов немного. Точка в центре платы — это греются SMD транзисторы раскачки ТГР, но нагрев в пределах нормы. Диоды практически не греются. Силовые транзисторы же через некоторое время нагреваются, но включается кулер и легко их охлаждает. Теперь что касается схемы отключения аккумов. На лицевую панель вывел светодиод, который сигнализирует о зарядке. И второй, который горит при включенном блоке. Казалось бы, на этом все, но нет. Схема отключения работает не совсем правильно. Так как БМС внутри батареи имеет свойство отключать заряд, если на каком-то из аккумов напряжение выросло до 4,2 вольт. А как только произойдет отключение, моя схема уже больше не включится. Поэтому было принято решение сделать таймер, который будет раз в минуту включать подачу напряжения. И если вдруг появится ток выше установленного, то он будет поддерживать выход активным, до того момента, пока ток снова не упадет. Таймер — это всем знакомая микросхема NE555. Рассчитывал ее с помощью онлайн-калькулятора на Schemnet. Тут, как видим, тоже пара деталек, но без этого мы не сможем полностью зарядить аккумуляторы. Работу схемы протестировал на макете, а потом перенес все в корпус. И вот теперь схема полностью готова. Можете собирать себе такие зарядки и в разы ускорять время заряда. А на этом у меня все. Спасибо, что смотрите, и до новых встреч. If I stay, will you stay? If I go, will you go? If I pay, will you play? Do you know what I know? Do you love?